Встретила я Кая. Будем сейчас, поедем в клинику, будем разбираться с ним. Вот. Первое, что бросается в глаза, это жутчайшее истощение у собаки. Просто я не знаю, видела ли я таких худых. Так, давай, держи. Покушаешь чуть-чуть перед дорогой. Его вечером водитель сказал, не кормили в дороге, только утром и в обед, поэтому он очень сильно голодный. Не бойся. Все, мы выехали. Едем потихоньку. Ложись, ложись, ложись. Давай, вот он. Ой, блин. Мальчик. Граничная амплитуда и лапка все-таки побаливает, если как-то ее вытягивать. Вот самый удачный снимок — это боковая проекция. Мы видим, что бедро целое, голень целая. Здесь плюс ткани, видимо, фиброз. И из удачных проекций вот только мы здесь видим хорошо перелом шейки. Перелом шейки бедра, короче. Да, на первом снимке здесь мы очевидно это не видим, но вот она, шейка. Тебе чуть-чуть надо. Мы даем часто, но по чуть-чуть. Все, парень покушал. Я оставила ему хрящ, чтобы он занимался с косточкой. Все хорошо. Через несколько дней у нас будет операция на резекцию шейки бедра. Кай. Пришла проведать Кая. Во внутреннем дворике. Вы тогда, я вам как бы... Она у него, шейка бедра была полностью раскрошена, поэтому
полностью ее там подрезали, урезали, чтобы не было конфликта головки с осколками костей, что причиняло ему сильную боль. Вот. Но самая главная проблема у нас теперь в коленном суставе. Значит, сам коленный сустав у нас цел, но из-за очень глубокой раны, скорее всего, его сбила машина. Вот. И теперь нам через неделю после операции нам необходимы занятия с физиотерапевтом, реабилитационные всякие моменты. Вот, я еще просто хочу записаться к Гаранину, что он скажет, потому что наш доктор-хирург сказал, что нужно, чтобы восстановить подвижность в лапе. Так, сварила ему рис с говядиной. Гастродиета — это хорошо, но нам нужно набрать мышечную массу, поэтому вот немножко... Сложатся деньги за рентгены и за седацию. В КТ это все входит. Да? То есть, и КТ у нас как бы не как в других клиниках, там, КТ тазобедренного сустава, КТ коленного сустава. У нас как... Кто у нас сегодня в гостях? У нас сегодня Кай в гостях. Кормят его все, кормят, и он никак не наест с бока. 3 раза в день какает. Иди кушай, приятного аппетита тебе. Доброе утро. Доброе утро. Да? Мальчик у нас хороший. Фу-фу-фу, боюсь сглазить, пока не ссытся. Да? Пойдем гулять? Пойдем гулять? Пойдем. Это подушки, мой хороший. Доброе утро. Гулять идем, да? Ну что, покушал? Хрящ на тебе. Вот такой вот даю ему хрящ лопаточную. Держи. Все, пошел грызть. О, башкой об стену ударился. Он меня тут беспорядок навел. Матрасик весь ему поправила. Он даже когда какает, знаете, вот казалось бы, можно опереться на заднюю лапку, да, ножки, на одной ножке, я хотела сказать, что неудобно, да, какать. Он присаживается, он не стоя какает, и можно было бы ему, я все время наблюдаю, гуляем, Бель, Кай, Дора у меня сидит дома, потому что она плохо себя чувствует, очень сильно кашляет. Были у кардиолога с ней, нам увеличили дозировку. Гуляем в парке, все хорошо. Готовы результаты КТ, но Гаранин у нас в отпуске, будет только 24 ноября. И 24 ноября он посмотрит диск. И несись как лошадь. Иди сюда, Кай. Вот, посмотрели, сказали, что полная атрофация мышц на задней лапе. В принципе, видно, видите, она вогнута, нога у него вовнутрь. Потому что доктор не видит смысла оперировать колено. Самая главная проблема у него в бедре. У него там болезненные сильные. Сегодня забрали Кая в передержке. Завтра мы с ним едем на операцию. Вот такие у нас дела. Ha ha ha!